Всем привет, меня зовут Артем. Сегодня я разберу биткоин через инструменты объемного анализа, футпринт, кластеры и профиль рынка. Они показывают, что происходит на рынке прямо сейчас и помогают понять, куда крупные игроки ведут цену. Но прежде чем начать, давайте вернемся к предыдущему обзору и посмотрим, как он отработал. Основной сценарий на текущую неделю следующий. Для лонга нужен выход за пределы 64 тысяч и закрепление на уровне 65 тысяч. Важно, этот импульс должен сопровождаться аномальной положительной дельтой 4000 биткоинов. В этом случае буду ожидать расширения цены вплоть до 77 тысяч. Это верхняя граница недельного диапазона. Как мы видим, прогноз уже начал реализовываться. Теперь подробно разберем ситуацию, которая накопилась за неделю. Перед вами недельный график биткоина. В начале июня тут появилась свеча с паттерном B. Это значит, что продавцы уперлись в мощную стену из лимитных ордеров покупателей. После этого цена замерла в аккумуляции и сформировала паттерн D. В механике рынка это четкий сигнал для формирования разворота. Текущая неделя может сформировать лонговое расширение и паттерн P. Если смотреть по футпринту, то главная зона поддержки на неделях – это коридор VA. Он находится в районе 64 400 долларов, а его нижняя граница на 60 900. Ждем тест этой зоны и от нее продолжение роста. Теперь перейдем на дневку. Вчера у нас был классический трендовый день. В самом низу графика появился красный кластер поглощения. Там по одной цене залили больше 500 биткоинов на продажу. Но вместо того, чтобы упасть, цена развернулась вверх. Крупный игрок просто выкупил весь этот объем. Здесь логика точно такая же, как на недельках. У нас есть зона VA предыдущего баланса. Ловим ее тест и работаем дальше в лонг. Ближайшая локальная поддержка в районе 65 тысяч. Футпринт тем и хорош, он позволяет в моменте видеть уровни, от которых цена гарантированно даст реакцию. Посмотрим на 4 часа. Если брать общую картину, цена долго падала, а потом сформировала баланс продавца на уровне 63 тысяч. Я говорил о нем в прошлом ролике. Как только этот баланс пробили на сильных рыночных покупках, начался мощный рост, который мы видим прямо сейчас. Теперь нижний баланс стал нашей поддержкой, а верхний сопротивлением. Главный план на неделю. Пробиваем 67 тысяч, закрепляемся выше и идем дальше к 74 тысячам. Если вдруг цена уйдет в коррекцию и провалится внутрь старого баланса, ниже 64 тысяч, тогда откроется дорога на 61 тысячу и ниже. Но вообще возвращаться туда цене крайне нежелательно, ведь из этой проторговки цена уже вышла на сильной положительной дельте. На часовике отлично видна механика прошлой недели. Была попытка выйти из диапазона 63 тысяч, цена вышла вверх, но ее резко вернули обратно. Я тогда сразу сказал, если цена вернется в район 62 тысяч и закрепится там, я буду снова ждать лонг. Как видите, все отработало один в один. Посмотрите, как идет рост на аномально высоких покупках по рынку на сильной положительной дельте. Схема одна и та же. Цена зажимается в накопление, а потом крупный капитал выталкивает ее вверх. И так круг за кругом. Накопили, вышли, накопили, вышли. Лонговый тренд сейчас в полной силе. Переходим к маркет профайлу. Перед вами недельное ТПО. Этот широкий баланс формируется аж с февраля. Сначала мы сделали ложный выход вверх, теперь ложный вынос вниз. А прямо сейчас цена пытается зайти обратно внутрь этого диапазона. Если закрепимся внутри, я жду лонг к верхней границе, в район 76 тысяч. И это идеально совпадает с футпринтом, где первая крупная цель стоит на 74. В прошлый раз я говорил, что для полноценного роста нам нужно закрепиться над сингл-принтами. Это пустоты в профиле позапрошлой неделе в районе 60 800. Как видите, мы их уверенно пробили и сейчас торгуемся выше. На дневном ТПО картина еще точнее. Мы пробили сингл-принты и прямо над ними начинаем строить новое накопление. Теперь эта зона наш главный щит. Чуть ниже есть еще одна сильная опора, уровень VA на 64 700. Так что сценария 2. Либо локальная
сильный откат в эту зону и старт вверх, либо пилим баланс на текущих уровнях, делаем ложный пробой вниз со сбором стопов и улетаем дальше в рост. Вот если цена умудрится упасть под сингл принты, тогда да, польемся глубоко. А теперь самое интересное – открытый интерес. Перед вами график биткоина, а снизу открытые лонги и шорты. Смотрите, когда цена падала, шорты агрессивно росли, а лонги просто смывало по стопам и ликвидациям. Покупатели вообще не защищались, покупок по дельте не было. Но потом цена встала в накопление, начался мощный набор лонг-позиций и дельта полетела вверх. При этом, что самое важное, шортисты свои позиции не закрывают. Они сидят в убытках и упорно теркат, а для нас это идеальное топливо. Когда их начнет принудительно закрывать по стопам и ликвидациям, рынок лавиной вытолкнет значительно выше. Подведем итог. Главный сценарий на неделю – работаем от лонга. Ждем пробой 67 тысяч и поход к целям в районе 74 тысяч. Но если цена вдруг вернется под сингл принты на 63 800, приоритет сменится на падение к круглым 60 тысячам. Не за что, пользуйтесь.